Всем привет! Еще один интересный вариант нанесения декоративной штукатурки для вас. Мы же все пытаемся что-то изобрести, подглядываем за кем-нибудь. Смотрите, вот такую вот мы салфеточку приобрели. Обязательно она должна быть ажурная. Мы вырезаем из нее квадратик. Вот посмотрите как. То есть можно вот так, чтобы он был квадратик. Вырезаем. И с помощью этой салфетки мы будем формировать фактуру. Это может быть как акцентная стена, так и все стены, кто как любит. Достаточно богато должно смотреться. С помощью вот такой вот ажурной салфетки, обязательно с дырочками, мы будем формировать рисунок. Я, кстати, сразу вам хочу сказать, что не забывайте подписаться, поставить лайк и включить уведомления. Дальше вы меня уже не увидите, просто будем снимать нанесение и в конце готовый результат. Всем пока сразу заранее. Наносим декоративную штукатурку темного цвета. Штукатурка достаточно фактурная, которая прячет небольшие дефекты стены. То есть как под покраску стену мы не готовим, мы ее оштукатурили. Если хотите, можно слой отшпаклевать. И обязательно грунтуем. Наносим темный цвет, слой примерно полмиллиметра, миллиметр, не толстый. Покажу, какой слой. Вот такой. Вот. Совсем-совсем небольшой слой. Нам нужно вот этот слой нанести равномерно и оставить его сохнуть до полного высыхания. Это может быть от 4 до 12 часов в среднем. Слой не толстый, он высохнет быстро. После полного высыхания штукатурки мы берем снова этот же самый материал. Можно взять чуть светлее, можно того же цвета или темнее, как вы хотите. И вот сквозь эту салфетку прямо наносим штукатурку. Можно это делать шпателем или кельмой. То есть наша штукатурка декоративная сквозь вот эти вот ажурные пустоты, она туда цепляется, к первому слою. Наносим. И снимаем. Вот можно так, например. Таким образом мы пока ее оставим. Накладываем ее в следующее место, можно хаотично. Прижимаем, чтобы штукатурка сцепилась с первым фоновым слоем. И снимаем салфетку. И можно также еще в пару мест добавить. То есть вы по стене наносите куда вы хотите, куда вам нравится. И можно еще для разнообразия, наверное, вот тут где-нибудь пустотенькое место. Хаотично прямо распределяете. И даете ему подсохнуть.
Через полчасика, когда материал немножко схватится, можно будет верхушечки пригладить, чтобы они были гладкими, и дать полностью ему высохнуть. Немного подсохло. И покрываем ее бронзой. Вот так вот, если вблизи, это хорошо смотрится. Смотрите, прикольно. Издалека пока не очень, потому что пятнами видно, что сыро. Кистью просто наносим хаотично. Такой акцентный вариант тоже. Как бы вам показать, что у нас получилось? Вот так как-то. Освещение, конечно, подводит. Ну, как вариант, конечно, это не то, что мы хотели, но мы тоже в пути вместе с вами учимся.